Глава 841. Первое явление демона. Когда фиолетовая духовная фея увидела, что огромная ледяная гора была на грани разрушения, она побледнела и неосознанно повернулась взглянуть на Ханьли. В этот момент на лице Ханьли не было и следа паники. Увидев это, фиолетовая духовная фея успокоилась, зная, что у него, скорее всего, есть другие способы защитить себя. Но, к удивлению фиолетовой духовной феи, Ханьли больше не использовал никаких магических сокровищ или техник. Хотя голубая ледяная гора дрожала под валунами и волной Ци, она держалась крепко и не показывала никаких признаков разрушения. В восторге фиолетовая духовная фея обнаружила, что ледяная гора была создана не из обычной ледяной Ци и была гораздо прочнее, чем можно было ожидать. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, удивительная белая волна Ци в конце концов прошла мимо них. Она продолжала греметь вдали, а затем исчезла из виду. Фиолетовая духовная фея вздохнула с облегчением, призвав из тумана свой расшитый шарф. Она посмотрела на Ханли и озадаченно спросила, что это. Откуда в долине падения демонов нечто подобное? Взгляд Ханли дрогнул, и он сказал: «Я не уверен». Однако в этой духовной Ци есть что-то странное. Она была чрезвычайно хаотичной. Может, эта волна Ци исходила от пространственной щели, а не от человека. Однако волна Ци была настолько ужасающей, что ограничительные заклинания долины не смогли ее остановить. Культиваторы зарождающейся души в состоянии справиться с ней, но если эта волна достигнет внешней части долины, культиваторы формирования ядра почти наверняка погибнут. Фиолетовая духовная фея невольно нахмурилась от слов Ханьли и взглянула своим духовным чутьем в направлении, откуда появилась волна Ци. Она могла только чувствовать, что духовная Ци была ненормальной, поскольку ее духовное чувство не смогло достичь этого. Что-то не так. «Брат Хань, ты планируешь выяснить ее источник?» Ханьли немного поколебался и уверенно сказал: «Зачем мне это? Независимо от того, была ли волна искусственной или случайным взрывом, мне не нужны проблемы, хотя мне довольно любопытно. Давай вернемся во внешнюю долину, поскольку мы уже выполнили нашу задачу. Из-за этого странного происшествия секта Духовного Призрака, скорее всего, будет слишком занята, чтобы найти нас. Это хорошая возможность уйти незамеченными». После этого он указал на щит перед собой, тот быстро сжался и вернулся в его рукав. Затем Ханьли прижал руку к ледяной горе, и она засверкала синим светом. Гора растаяла в мгновение ока, и вскоре от нее остался только шар голубого пламени, который вернулся в ладонь Ханьли. При виде этого на лице фиолетовой духовной феи отразилась тревога. Ханьли поднял ладонь и с довольным выражением взглянул на шар синего пламени. Эта новая техника использования ледяного пламени была чем-то, что он разработал благодаря своему опыту в мире иллюзий. Хотя он использовал ее впервые, он сделал ее уверенно и точно, словно он уже делал ее ранее, к большому удивлению Ханьли. Это показывало, что переживания в мире иллюзий были рождены не простым воображением, они действительно были пониманием неба и земли из более высокого царства. Обретя этот опыт, Ханьли возлагал большие надежды на вступление в среднюю стадию зарождающейся души. С легкой улыбкой на лице он повернулся к фиолетовой духовной фее и собирался что-то сказать, когда вдруг из-за горизонта внезапно вспыхнуло две полоски света. Полоски желтого и белого света дрожали, приближаясь в направлении Ханьли. Ох! Увидев их своим духовным чутьем, Ханьли вскрикнул от удивления. Фиолетовая духовная фея, использовав свое духовное чутье, обнаружила, что две полосы света принадлежали двум культиваторам зарождающейся души. Поскольку она не могла ничего видеть дальше, она спросила: «Брат Хань, ты знаешь этих двоих?» «Конечно, знаю. Ранее у меня были с ним кое-какие дела». Ханьли нахмурился и посмотрел на них со странным выражением на лице. В одной из полос света находился старик в желтой одежде с желтоватым лицом, предок долины Желтого Клена, Линху, в другой — женщина в белом, старейшина секты маскирующейся луны и старшая боевая сестра Наньгун Ван. Ханьли был удивлен, что они тоже вошли в долину падения демонов. Кажется, они проникли в долину в самый последний момент. У обоих были испуганные выражения, и они летели так быстро, как могли, но за ними ничего не было видно. Несмотря на это, они продолжали лететь, как будто что-то приближалось к ним, и они не смели замедляться. Ханьли показалось это действительно странным, потому что они не были слабыми людьми. Предок Линху был культиватором на средней стадии зарождающейся души, а старшая боевая сестра Наньгун Ван обладала мощными сокровищами и техниками. Трудно было поверить, что они решили неистово бежать, а не стоять на месте. Неужели их преследовал маланский божественный мудрец Чжун? С этой мыслью Ханьли почувствовал, как его задрожало. Его отношения с воинами-заклинателями-мауланями были далеки от хороших. Он несколько раз разрушил их планы и убил многих высокоранговых воинов-мауланей.
И если бы он столкнулся с мауланским божественным мудрецом Чжуном, он боялся, что божественный мудрец определенно стал бы преследовать его. С этой мыслью Хань Ли не стал медлить и решил воспользоваться тем фактом, что им еще предстоит обнаружить его и фиолетовую духовную фею. Он подошел к фиолетовой духовной фее и сделал руками жест заклинания. Слой лазурного света появился над их головами и заставил их исчезнуть из поля зрения. Две полоски света пересекли гору, где прятался Хань Ли. Хань Ли смог увидеть смертельно бледное выражение лица предка Линху. Затем он взглянул на место в 300 метрах позади них и прищурился. «Куда ты думаешь скрыться?» «Что? Разве ты не хочешь быть вместе со своим компаньоном? Ты высокоранговый культиватор, а твоя первородная душа исключительно мощная. Они могут послужить великой жертвой нашему господину. Как я могу позволить тебе сбежать? На этот раз сюрпризов больше не будет, и ты послушно окажешься в моих руках». Голос взвыл от смеха, с дерзостью произнося это. Эти слова потрясли окружающий мир, гарантируя, что все культиваторы в радиусе 5 километров могли их услышать. После этого, в том направлении, куда смотрел Хань Ли, появилась странная линия черного света. Черная линия периодически мерцала, приближаясь к двум убегающим от нее культиваторам. Через несколько мгновений до них оставалось всего 200 метров. В этот момент внутри черного сияния можно было разглядеть силуэт. Хотя он выглядел расплывчатым, Хань Ли поспешно сосредоточил на нем свое внимание. В результате какой-то неизвестной техники Хань Ли не смог увидеть уровень культивации силуэта своим духовным чутьем. Он мог видеть только его размытую фигуру. Однако его фигура выглядела довольно знакомой Хань Ли, и, немного подумав, Хань Ли узнал его. Маркиз Наньлун. Как он может быть здесь? И, похоже, в нем что-то другое. Хань Ли был потрясен от недоумения. Неизвестный ему человек был одержимый демоном маркизом Наньлун. Хотя Хань Ли не знал, что душа демона овладела телом маркиза Наньлуна, он уже отличался от изначального маркиза. Из его тела испускалась ужасающая дьявольская ци, и он смело преследовал предка Линху и великого старейшины секты маскирующейся луны, что было странно и не характерно для маркиза Наньлуна. В этот момент маркиз Наньлун снова появился, мелькнув черным светом в 100 метрах от них. Он жутко рассмеялся, и черный свет, окружавший его, рассеялся. Вокруг него появился шар абсолютно черной дьявольской ци, и он исчез в мерцании черного цвета. Когда предок Линху и женщина в белом увидели, что маркиз Наньлун исчез, они были сильно встревожены и внезапно остановились. Каждый из них принял меры, один человек достал черное зеркало, а другой взмахнул нефритовым скипетром. Оба они накрыли себя световыми барьерами. Затем черный свет сверкнул недалеко от них. Угольно-черная дьявольская ци внезапно вырвалась вперед и мгновенно охватила область более 30 метров. Внутри можно было разглядеть фигуру маркиза Наньлуна. «Вы прекрасно знаете, что вы мне не соперники. Сопротивляться мне бессмысленно». Маркиз Наньлун зловеще улыбнулся внутри черной ци и небрежно взмахнул рукой, нанося оглушительный удар. Черная рука внезапно появилась из ниоткуда и ударила женщину в белом. Ее отбросило на расстояние более 20 метров от барьера, образовавшегося из зеркала. Выражение на лице предка Линху стало мрачным при виде этого. Предок Линху с резким тоном закричал: «Кто ты? Ты не только овладел телом господина даосиста Наньлуна, но и осмелился сожрать первородную душу нашего товарища по культивации. Ты действительно считаешь, что тебе нет равных в долине падения демонов? Здесь есть несколько десятков культиваторов зарождающейся души. Неважно, насколько ты силен, тебе будет трудно избежать смерти». Маркиз Наньлун ответил зловещей усмешкой: «Несколько десятков. Ха-ха. Фантастика. Я изначально полагал, что в этой долине было всего несколько человек. Раз на самом деле здесь так много культиваторов зарождающейся души, тогда мне лучше побыстрее закончить с вами и пойти за ними. С таким количеством съеденных мною душ моя духовная сила будет практически восстановлена». Затем черная ци мгновенно разорвалась и рассеялась. Силуэт, одетый в черную ци, расплылся в направлении предка Линху, оставляя после себя остаточные изображения. Глава 842. Скрытая атака. Выражение лица предка Линху изменилось, и он, не задумываясь, указал на нефритовый скипетр. Внезапно барьер вокруг него уплотнился, и Линху выплюнул небольшую печать. Она вылетела из его рта в виде шара зеленого света. Бах! Маркиз Наньлун усмехнулся и без колебаний ударил по нефритовому блоку. В тот момент, когда черный и зеленый свет соприкоснулись, черная ци внезапно сжалась и вспыхнула ярким светом.
Нефритовый блок отбросило назад, в направлении предка Линху. Он тревожно сделал руками жест заклинания, укрепив свой защитный барьер, пытаясь остановить приближающийся нефритовый блок. В это мгновение перед барьером появился черный кулак и яростно ударил по нему. Барьер дрогнул, и предок Линху почувствовал, как огромная сила прошла сквозь него, отбросив его назад. Однако он не прожил свою 1000 лет жизни напрасно. Обладая богатым боевым опытом, он уже взмахнул рукавом и выпустил огненно-красный летающий кинжал в направлении нового местоположения маркиза Наньлуна. Маркиз Наньлун зловеще ухмыльнулся лицом, покрытым черной ци, и не стал уворачиваться. Вместо этого он вздохнул и выплюнул изо рта поток черно-красного демонического пламени. Летящий кинжал попытался прорваться сквозь черно-красное пламя, но внезапно застрял. В следующее мгновение он вспыхнул красным светом и был поглощен пламенем, упав на землю как кусок бездушного железа. Предок Линху при виде этого ужаснулся. Кинжал выглядел обычным, но на самом деле это было известное во всем небесном южном континенте сокровище, истребляющее зло кинжал. Это редкое сокровище было особенно эффективно против злых душ и духов. Поскольку было ясно, что маркиз Наньлун был одержим свирепым злым духом, он решил использовать этот кинжал. Хотя он и не думал, что этого будет достаточно, чтобы нанести серьезный вред маркизу Наньлуну, уничтожение кинжала стало огромным шоком для его. Когда предок Линху развернулся побледневшим от испуга, одержимый демоном маркиз Наньлун уже догнал его прежде, чем тот успел обрести равновесие. Он наклонился вперед, и его тело внезапно сложилось и вытянулось, как змея, преследуя предка Линху. В следующее мгновение барьер предка Линху настиг новый удар. Потрясенный новым ударом, предка Линху снова отбросило назад. Маркиз Наньлун странным образом мелькнул всем телом перед предком Линху и начал наносить ему удары. Без возможности оказать какое-либо сопротивление, его избивали как мешок с песком. Нефритовый скипетр в его руке был, несомненно, древним высокоранговым защитным сокровищем. Хотя темно-зеленый барьер продолжал дрожать, он все еще держался под натиском огромной силой этих ударов. Даже маркиз Наньлун был слегка удивлен, но не прекращал свои атаки ни на секунду. Страх полностью овладел разумом предка Линху. В этот момент он оказался в той же ситуации, что и Лу Вэйн. Каждый удар рассеивал большую часть его духовной силы, которую он сумел сконденсировать в своем теле, не давая ему активировать любые дальнейшие способности и сокровища. Спустя дюжину ударов барьер нефритового скипетра начал деформироваться, в результате чего сердце предка Линху ушло в пятки от страха. Злая улыбка появилась на лице маркиза Наньлуна при виде этого. Его тело размылось. Пока одна рука продолжала колотить по барьеру, другая рука, словно лезвие, стала концентрировать силу, готовясь к смертельному удару. Цвет лица предка Линху стал смертельно бледным. Барьер, наконец, треснул. Он стиснул зубы и схватился за предмет, который держал возле сердца, готовясь поставить все ради сохранения своей жизни. Но в этот момент толстый луч радужного света внезапно появился и окутал маркиза Наньлуна внутри себя. Маркизу Наньлуну изначально было все равно, но когда луч коснулся его тела, он внезапно почувствовал, что его тело стало тяжелым, а его движения значительно замедлились. Ох! Маркиз Наньлун вскрикнул от удивления и взглянул в направление луча света. Женщина в белой одежде держала в воздухе древнее зеркало, источник светового луча. При виде этого на лице маркиза Наньлуна появилось странное выражение. Благодаря вмешательству женщины в белом предок Линху был выведен из ямы отчаяния и сразу же ухватился за этот шанс для сохранения своей жизни. Он собрал всю свою магическую силу и скрылся в полоске лазурного света. В следующее мгновение он появился рядом с женщиной в белом. У предка Линху не было времени на благодарность. Вместо этого он хлопнул в ладоши и поднял их вверх, высвобождая из своих рук более 10 огненных талисманов. Все талисманы тут же метнулись в маркиза Наньлуна, пока тот был пойман в ловушку радужного света. Как только талисманы настигли маркиза, они разом взорвались по команде предка Линху. Раздался грохот, и маркиза окутало алое пламя. Маркиз Наньлун тут же выдохнул черную ци, чтобы защитить себя от алого пламени. Предок Линху, очевидно, не верил, что этого было достаточно, чтобы убить его. Он быстро сделал жест заклинания и вынул величественный белый трезубец. Он дрогнул и метнулся в атаку. Женщина в белом тоже не стояла без дела. Держа зеркало одной рукой и сдерживая маркиза Наньлуна, она вызвала 2 летающих меча другой. Мечи тут же выстреляли в него в виде черно-белой полоски света. Битва шла не на жизнь, а на смерть. Внезапно вспыхнул яркий радужный свет. Хань Ли нахмурился и спросил монарха расщепления души. «Маркиз Наньлун одержим одним из тех высшим демонов, о котором ты говорил?»
Со следом злорадства он ответил, кроме высших демонов, что еще может быть настолько злобным. Но раз этот высший демон смог догнать двух убегающих культиваторов зарождающейся души, кажется, он занимает высокий ранг в царстве высших демонов. И если бы ты сражался с ним 1 на 1, твои шансы на победу были бы патетически низкими, даже если он не использует свое первоначальное тело. Хань Ли горько рассмеялся и пробормотал: «Странно, что ты не сказал мне немедленно убегать. И дело не в том, что я заинтересован сражаться в одиночку. Однако, мир — действительно хаотичное место, раз маркиз Наньлун пал таким образом». Монарх расщепления души фыркнул и сказал: «Не говоря о том, чтобы сражаться с ним в одиночку, у вас 4 нет шансов против высшего демона с одержимым телом. Но с множеством твоих сокровищ и техник у тебя весьма неплохие шансы на победу. У тебя даже есть божественная дьявольская молния. Хотя нельзя сказать, что ты ровня высшему демону, сбежать от него тебе не составит труда». Хань Ли улыбнулся и собирался сказать еще что-то, как вдруг услышал голос фиолетовой духовной феи: «Брат Хань, что мы будем делать? Ты собираешься?» Фиолетовая духовная фея была так напугана, что потеряла дар речи с тех пор, как увидела одержимого демоном маркиза Наньлуна. Один его вид заставлял ее сердце трепетать от страха. Хань Ли улыбнулся ей и собирался что-то сказать, как вдруг поднял руку с встревоженным выражением на лице. Туман лазурной ци вырвался и втянул фиолетовую духовную фею в его объятия. Затем он полетел прочь отсюда в виде полоски лазурного света. Лазурный свет погас, и Хань Ли обнимал фиолетовую духовную фею. Он посмотрел вниз с торжественным выражением на лице. Женщина поспешно отпрянула от его рук с легким румянцем на лице и тоже посмотрела вниз в недоумении. Теперь они увидели черный силуэт под собой, который уставился на них ледяным взглядом. Маркиз Наньлун внезапно появился там. Он планировал совершить скрытную атаку на них, но Хань Ли, к счастью, случайно увидел его своими глазами духовного прозрения. Глядя на демона, у фиолетовой духовной феи кровь застыла в жилах, и она поспешно перевела взгляд в другом направлении. В этот момент шар черной ци в радужном луче света исчез под бушующим пламенем. Силуэт мелькнул внутри, ясно показывая другого маркиза Наньлуна. Увидев вдалеке внезапно появившегося Хань Ли, предок Линху сначала обрадовался, но его сердце ушло в пятки, как только он увидел еще одного маркиза Наньлуна. Он поспешно позвал женщину в белом, и они прекратили свои атаки. В этот момент маркиз Наньлун в луче света равнодушно взглянул на них, а затем исчез в черной ци, открыв себя лишь как временное воплощение. Предок Линху и женщина в белом в ужасе переглянулись между собой. Создать воплощение было несложно, но то, что оно смогло остаться незамеченным 2 культиваторами зарождающейся души, ужасало. Они полагали, что воплощение было настоящим маркизом Наньлуном все это время. Казалось, что он оставил одну лишь оболочку в неизвестное время. Если бы он не собирался совершить скрытную атаку на Хань Ли, один из 2 культиваторов стал бы жертвой. «Господин даосист Хань, я не думал, что ты здесь. Это фантастика. Этот демонический монстр чрезвычайно грозный противник. Если мы объединимся против этого демона, мы сможем спастись», — громко крикнул предок Линху. Услышав его слова, Хань Ли горько улыбнулся. Изначально он считал, что его сокрытие было достаточным, чтобы избежать внимания даже культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, поэтому он так беззаботно наблюдал за битвой, полагая, что сможет сбежать в любой момент. Он не думал, что высший демон обнаружит его и устроит засаду. Казалось, теперь битва была неизбежна. Глава 843. Битва с душой демона. Хань Ли кивнул предку Линху, повернулся к фиолетовой духовной фее и сказал: «Уровень твоей культивации слишком низкий, чтобы ты смогла чем-то помочь. Тебе лучше бежать, пока можешь. Пока мы будем сражаться с демоном, у него не должно быть возможности напасть на тебя». Поскольку фиолетовую духовную фею можно было назвать подругой Хань Ли, он попросил ее бежать, поскольку в грядущей битве у него не будет возможности присматривать за ней. Фиолетовая духовная фея немного засомневалась, а потом послушно кивнула: «Отлично. Тогда я ухожу. Брат Хань, береги себя». Тихо сказав это, он взглянула на маркиза Наньлуна внизу и предка Линху, а затем бросилась прочь. В этот момент маркиз Наньлун просто взглянул на нее вдаль, а затем перевел взгляд на Хань Ли. Неизвестно, считал ли он, что фиолетовая духовная фея была недостойна его внимания, или что с 3 культиваторами зарождающейся души будет трудно иметь дело. Видя, что маркиз Наньлун смотрит на него, выражение лица Хань Ли стало мрачным. Он взмахнул рукой, призвав несколько дуг золотой молнии. Как только молнии окутали его руку, грянул гром. Поскольку врагом Хань Ли был высший демон,
он не собирался проверять на нем свои способности и решил немедленно атаковать дьявольской божественной молнией, которая обладала легендарной способностью подавлять злых духов. По правде говоря, Хань Ли был несколько разочарован тем, что у него никогда не было возможности проверить его эффективность против злых демонических техник. Хотя демон был грозным, Хань Ли был уверен в способности молнии подавить его. При виде золотой молнии на руках Хань Ли маркиз Наньлун странно прищурился. Уставившись на Хань Ли, он сказал ледяным голосом: «Я узнал тебя по воспоминаниям предыдущего владельца этого тела. Хотя я не знаю конкретных деталей, предыдущий владелец этого тела был от тебя под впечатлением. Ты не только избежал моей засады, но и можешь контролировать дьявольскую божественную молнию, которая в прошлом доставила демонам много неприятностей. Похоже, с тобой мне придется повозиться». Услышав слова демона, на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, и дуги молнии на его руках стали мощнее. В это же время он выпустил из рукава маленький синий щит. Сделав круг, он превратился в барьер синего света. Видя, что Хань Ли взял на себя инициативу действовать первым и защитил себя от маркиза Наньлуна, предок Линху и женщина в белом радостно переглянулись между собой. У Хань Ли была громкая репутация, и его можно было сравнить с культиваторами на поздней стадии зарождающейся души. Поэтому они обменялись сообщениями передачи голоса и стали медленно продвигаться вперед, готовясь оказать помощь Хань Ли. Маркиз Наньлун при виде того, что Хань Ли не реагировал на его провокации, изменился в лице. Он молча опустился вниз, оставляя после себя остаточные изображения. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, но он почувствовал, как в его венах стынет кровь, и насторожился еще больше. Он проверил пространство вокруг себя своим духовным чутьем, но не заметил никаких следов высшего демона, как и ожидалось. Одной его техники сокрытия было достаточно, чтобы убить обычных культиваторов. С этой мыслью Хань Ли прищурился, и в его глазах засиял синий свет, с легкостью активировав глаза духовного прозрения. Затем он внезапно поднял руку и выпустил вспышку золотой молнии. Он нацелился на пустую область и выпустил в том направлении сеть грохочущей молнии. В результате произошло нечто необычное. В пустом пространстве вспыхнул черный свет, обнажив маркиза Наньлонга. Он почувствовал тревогу при виде сети золотой молнии, что летела на него. Однако вскоре он изменился в лице, его тело размылось, и сеть обрушилась только на остаточное изображение. Тело маркиза Наньлуна исчезло без следа. Хань Ли крепко стиснул зубы при виде этого. Сияющим в глазах голубым светом, он взглянул в сторону и взмахнул рукой в совершенно другом направлении. Под раскаты грома из его руки вырвалась шаровая молния и ударила в пустое пространство в 20 метрах от него. Как только шаровая молния вырвалась вперед, фигура маркиза Наньлуна преобразилась прямо на его пути. Он тупо уставился на разряд молнии, что летел в него. Маркиз Наньлун был шокирован. То, что Хань Ли смог предсказать его местоположение один раз, могло быть просто совпадением, то теперь это произошло второй раз. Хань Ли действительно мог видеть его движение. На этот раз время атаки Хань Ли было превосходным, маркиз Наньлун не смог ее избежать. В результате он открыл рот и выплюнул шар черно-красного дьявольского пламени, чтобы заблокировать шаровую молнию. Столкнувшись с черно-красным пламенем, золотая молния рассеялась в дымку огня и льда. Ох! Теперь была очередь Хань Ли удивляться. У высшего демона действительно был способ блокировать дьявольскую божественную молнию с помощью этого ужасающего черно-красного пламени. Однако Хань Ли заметил, что маркиз Наньлун слегка побледнел, выпуская шар дьявольского пламени. Хотя он пришел в себя мгновение спустя, было ясно, что этот черно-красный дьявольский огонь, скорее всего, был как-то связан с его жизненной силой или сущностью души. Прежде чем Хань Ли смог подумать о том, как наилучшим образом воспользоваться этим преимуществом, маркиз Наньлун внезапно опустил свое тело, странным образом удлинился и выстрелил вперед, словно в его теле не было костей. Он очутился перед Хань Ли и зловеще улыбнулся, готовясь жестоко избить Хань Ли своими кулаками дьявольской ци. Хань Ли равнодушно взглянул на него и спокойно сделал полшага назад. За его спиной вдруг вспыхнула молния, и появилась пара серебристо-белых крыльев. Грянул гром, и он исчез в серебряной вспышке. Маркиз Наньлун при виде этого остановился и холодно улыбнулся. Молниеносное движение. «Я вижу, ты знаешь довольно много, но очень жаль, хе-хе», усмехнувшись, он превратился в черный туман и тоже исчез. Две атаки и одновременные исчезновения произошли в одно мгновение. Предок Линху и женщина в белом при виде этого собирались помочь, но не смогли найти хороший шанс вмешаться в битву. Теперь, когда маркиз Наньлун и Хань Ли исчезли, предок Линху и женщина в белом тревожно переглянулись между собой. Затем они поспешно активировали свои защитные сокровища вокруг себя, пытаясь защититься от любых случайных встреч с маркизом Наньлуном.
В конце концов, у этих двоих не было способностей Ханьли, и они не могли видеть сквозь сокрытие маркиза Наньлуна. В этот момент раздался гром, и Ханьли появился в 60 метрах от своего первоначального местоположения. И сразу же за ним появилась черная Ци, в которой появился маркиз Наньлун. С диким выражением на лице он яростно стукнул кулаками по Ханьли. Даже не оборачиваясь, Ханьли мгновенно почувствовал, что произошло своим духовным чутьем, но удар произошел слишком быстро, он не смог вовремя телепортироваться. Он мог только влить всю свою духовную силу в синий щит, чтобы заблокировать атаку. Случайное решение Ханьли телепортироваться дало маркизу Наньлуну вполне реальную возможность. В ужасе от этого Ханьли почувствовал себя озадаченным, когда его застали врасплох. Он не ожидал, что маркиз Наньлун будет действовать так быстро. Бах! Бах! Теперь Ханьли испытал на себе то, что чувствовал предок Линху. Синий световой барьер вокруг тела Ханьли дрогнул под ударами кулаков черной Ци. Большая часть магической силы, которую он сконцентрировал, была рассеяна двумя кулаками маркиза Наньлуна, мешая ему в дальнейшем использовать молниеносное движение. Маркиз Наньлун взвыл от смеха, и его тело превратилось в яростную бурю, преследовавшую Ханьли, готовясь нанести удары кулаками снова и снова. Пока Ханьли метался по воздуху, неспособный управлять своим телом, на его лице не было эмоций. Увидев, что пережил предок Линху, он был готов к этому. Хотя он не мог сконцентрировать свою магическую силу, у него были другие методы борьбы с высшим демоном. Хотя его тело стало немым и бессильным, он вскоре смог снова почувствовать свои руки и выпустил сумку для хранения духовных зверей в направлении маркиза Наньлуна. Прежде чем маркиз Наньлун понял, что произошло, он услышал внезапное жужжание из сумки. Несколько тысяч золотых прожорливых жуков вырвались из нее и окружили его, когда он бросился вперед. Хотя он не знал, что это были за жуки, он почувствовал ауру древних экзотических насекомых, что вызвало страх в его сердце. Он не осмелился быть небрежным и взмахнул рукой в их направлении, вызывая светящийся зеленый призрачный коготь, покрытый серо-белым пламенем, пытаясь смести жуков. В одно мгновение большинство золотых прожорливых жуков были захвачены призрачным когтем, и вскоре после этого серо-белое пламя вспыхнуло на метр в высоту. Другие жуки, которые не были захвачены когтем, теперь были охвачены огнем. Маркиз Наньлун ухмыльнулся при виде и снова двинулся к Ханьли. Но в этот момент женщина в белом увидела возможность наконец нанести удар. Она активировала свое зеркало, и луч радуги окутал маркиза Наньлуна. Кроме того, предок Линху указал на молочно-белое кольцо, плавающее над его головой. Кольцо замерцало, а затем выстрелило в сторону маркиза Наньлуна. Маркиз Наньлун пришел в ярость от этого и с легкостью увернулся от луча радужного света. Хотя с радужным светом было трудно справиться, он влиял на него, только прикоснувшись к его телу. Белое кольцо явно было сокровищем, специализирующимся на ограничении. Оно также не повлияло бы на него, не коснувшись его тела. Подумав об этом, маркиз Наньлун снова взглянул на Ханьли и направился к нему. Для него Ханьли и его дьявольская божественная молния представляли наибольшую угрозу. Тем не менее, Ханьли не оставался без дела, находясь внутри своего светового барьера. Он подбросил еще одну сумку с духовными животными и выпустил более 10 марионеток, которые по его команде преградили путь маркизу Наньлуну. Каждая из кукол была длиной 6 метров и представляла собой человека с головой тигра. С каждой из их рук вырвалось по 10 полос света, несколько дюймов в длину, которые напоминали световые когти. Глава 844. Единый фронт. Маркиз Наньлун был удивлен, оказавшись перед марионетками демонического тигра, но продолжил свою атаку, не обращая внимания на них. Дюжина марионеток сверкнула белым светом, мгновенно начав атаку. Их силуэты дико размылись, и в следующее мгновение они окружили маркиза Наньлуна, атаковав его световыми когтями. Маркиз Наньлун изменился в лице и закричал. Пренебрегая ими до этого момента, он поспешно среагировал, встретив кулаками 2 световых когтя. Раздалось 2 приглушенных удара. Когда когти ударили его по кулакам из черной Ци, они разбились вдребезги. Однако эти марионетки не боялись смерти, не говоря уже о том, что у них не было никакой магической силы, которую можно было бы рассеять. 2 марионетки мгновенно восстановили свои когти и возобновили атаку. При виде этого маркиз Наньлун злобно усмехнулся, его руки расплылись и исчезли, а потом и тело. Световые когти марионеток ударили в воздух, а затем послышался мощный грохот. Маркиз Наньлун появился за пределами окружения марионеток и пронзил 2 руками грудь пары марионеток. Поскольку у марионеток не было сердца, они рухнули за землю, получив такие серьезные повреждения.
Невероятно мощные кулаки маркиза Наньлуна безо всякого сопротивления уничтожили тщательно изготовленный марионеточных демонических тигров Ханьли. Однако эти удары были сделаны мимоходом. Его истинной целью был Ханьли, который еще не пришел в себя от предыдущей атаки. Поэтому маркиз Наньлун пролетел мимо оставшихся марионеток и в одно мгновение предстал перед Ханьли, выпустив еще один кулак. Все еще находясь в защитном световом барьере и не в силах собрать свою магическую силу, Ханьли смотрел на приближающегося маркиза со странным выражением на лице, в котором не было ни следа паники. Увидев это, маркиз Наньлун был сбит с толку. Не успел он подумать о том, что это значит, как позади него прогремели десятки взрывов. Маркиз тревожно убрал кулак, и его тело расплылось, оставив после себя лишь ряд остаточных изображений. В следующее мгновение множество зеленых когтей внезапно разорвало все остаточные изображения. Затем во вспышке зеленого света, на том месте, где только что был маркиз Наньлун, появился монстр с зеленой шерстью и оболочкой на лице. Это был высший дьявольский труп, который скрывался среди марионеток Ханьли. Маркиз Наньлун уставился на марионеточных демонических тигров и дьявольский труп, которому почти удалась успешная атака на него. Усовершенствованный труп. Рассмотрев труп, маркиз Наньлун вскрикнул от удивления. В этот момент марионеточные демонические тигры быстро собрались вокруг Ханьли. Затем Ханьли поднял руки и вытянул пальцы. Одна рука была покрыта плотными вспышками мерцающей молнии, а на другой была маленькая сфера фиолетового пламени. После этого Ханьли безэмоционально взглянул на маркиза Наньлуна. Маркиз Наньлун фыркнул. Поскольку Ханьли восстановил свою магическую силу, маркизу не было смысла предпринимать дальнейшие попытки подавить его. Однако его шокировало то, сколько дьявольской божественной молнии выпустил Ханьли и что у него все еще было в запасе так много. Если он правильно помнил, еще до того, как его запечатали, дьявольская божественная молния была чрезвычайно вредна для высших демонов, как и он сам, но было очень мало сокровищ, способных производить ее, и они были не способны вызывать молнию больше раза или двух. В противном случае, почему люди были совершенно бессильны, когда высшие демоны впервые вторглись в мир смертных? Но вопреки этому факту перед ним стоял человек, который, казалось, мог извлечь из своего тела бесконечное количество дьявольской божественной молнии. Проблема была в том, насколько свободно он мог ей пользоваться. Более того, он особенно испугался фиолетового пламени в руке Ханьли. Хотя он не знал, что это такое, его инстинкты подсказывали об его опасности. На механические марионетки он вовсе не обращал внимания. В конце концов, они не представляли ему угрозы в бою, он просто удивился от их появления. Между тем, усовершенствованный труп обладал аурой культиватора на ранней стадии зарождающейся души, поэтому тоже не стоил его внимания. Пока высший демон размышлял над этим, он невольно вспомнил двух культиваторов зарождающейся души, с которыми он сражался ранее. Когда предок Линху и женщина в белом увидели, что маркиз Наньлун и Ханьли временно прекратили сражаться, они почувствовали волну страха и не смели отдавать приказы атаки своим древним магическим сокровищам, приказав им застыть на месте. Кольцо предка Линху уменьшилось и загудело, парив в воздухе. В этот момент раздалась серия взрывов, и маркиз Наньлун удивленно посмотрел на их источник. Он увидел, что сфера серо-белого пламени взорвалась в воздухе. В следующее мгновение из пламени вырвалось облако золотых жуков, которые были совершенно невредимыми. Когда огонь исчез, светящийся зеленый призрачный коготь исчез вместе с ним. Выражение лица маркиза Наньлуна стало мрачным при виде этого. Высвободившись, облако золотых жуков немедленно устремилось к Ханьли. Немного помолчав, маркиз Наньлун проговорил с ошеломленным выражением на лице: «Не ожидал, что ты обладаешь настолько мощными способностями. Поймать твою зарождающуюся душу моими обычными способами довольно проблематично. В этом случае мне придется просто убить тебя. Кроме того, это тело уже достигло предела, поэтому неважно, если оно разрушится». Затем он глубоко вздохнул и выпустил черную дьявольскую ци из своего тела. В это же время из его тела послышался хруст ломающихся костей. После этого его тело стало на метр выше, а на шее и плечах появились выступы, словно из них должно было что-то появиться. Ханьли при виде этого мгновенно отреагировал и взмахнул руками. С одной стороны, несколько дуг золотых молний слились воедино, приняв форму золотого питона. Сфера фиолетового пламени внезапно вылетела из его руки. В это же время Ханьли издал приглушенный крик, приказав своим золотым прожорливым жукам лететь вперед. Высший дьявольский труп и марионеточные демонические тигры остались на своих местах на всякий случай. Предок Линху и женщина в белом переглянулись между собой, а затем указали на свои сокровища и активировали их. Внезапно луч радужного света вырвался вперед, опередив атаку Ханьли. Молочно-белое кольцо увеличилось до 3 метров и выстрелило в маркиза Наньлуна.
Пострадав от странных техник высшего демона, они не могли позволить ему успешно трансформироваться в другого, иначе они столкнутся с еще большей опасностью. Маркиз Наньлун оставался совершенно невозмутимым при виде этих приближающихся атак. Как только радужный свет коснулся его черной ци, он полностью исчез, словно черная ци поглотила его. В этот момент золотой молниеносный питон, пурпурный огненный шар и огромное белое кольцо одновременно поразили маркиза Наньлуна. Золотые прожорливые жуки несколько отстали, но все равно собирались атаковать. Черная ци, окружавшая тело маркиза Наньлун, выстрелила вперед, унося его тело за собой. Этот шар черной ци шириной в 10 метров защищал его, когда он мерцал в воздухе. Все атаки не смогли достичь его, поскольку его скорость и уклончивые маневры были действительно необычными, не позволяя какой-либо атаке приземлиться на данный момент. Когда женщина в белом увидела, что ее атака оказалась бесполезной, она была очень подавлена. Погоня уже продолжалась в течение небольшого промежутка времени, и, к большому разочарованию Хань Ли, ни одна из его атак не достигла врага, несмотря на использование его духовного чутья для контроля над ними. Затем Хань Ли внезапно услышал в уме монарха расщепление души: «Малыш, если у тебя нет других способов убить его, тебе лучше бежать». Высшие демоны отличаются от тех, кто культивирует в царстве смертных. Все они свирепы и жестоки, каждый из них хорошо разбирается в бою. Хотя они появляются время от времени в мире смертных, ни один из них не сравнится с высокоранговым высшим демоном. Если он настроен серьезно, ты ему не соперник. Поскольку мне еще предстоит доработать мою последнюю марионетку зарождающейся души, я не хочу умирать вместе с тобой. Услышав его слова, Хань Ли ничего не ответил. На его лице появилось серьезное выражение, и он вдруг взмахнул рукавами. В мгновение раздался звон, и вылетело несколько десятков маленьких золотых мечей, каждый из которых принял форму золотой полосы длиной в фут. Затем они отлетели в сторону под командованием Хань Ли. Хань Ли безо всякого выражения ударил по своим мечам несколькими заклинаний и заставил их всех несколько раз дрогнуть, в результате чего мечи разделились на несколько сотен ослепительно сверкающей копий себя. Сделав жест заклинания, Хань Ли крикнул «Вперед!». Мечи одновременно дрогнули и исчезли из поля зрения. В одно мгновение Хань Ли установил формацию золотого меча. Монарх расщепления души тревожно взвизгнул и неторопливо сказал: «Формация меча. У тебя еще есть техники, которые ты не использовал. Тогда сделай вид, что ты не слышал моих слов. Однако, хотелось бы знать, почему ты так уверен в этой формации мечей. Старший скоро узнает, что это за формация меча. Трудно сказать, смогла бы эта формация меча атаковать высшего демона, если бы это было его истинное тело, но, поскольку он овладел телом человеческого культиватора, я должен избавиться, по крайней мере, от его оболочки, учитывая, что я его все равно не убью». Монарх расщепления души криво усмехнулся и сказал: «Малыш, не хвастайся и не переоценивай себя. Ты ведь уже испытал на себе силу одержимого высшим демоном тела и его дьявольские техники». Глава 845. 2 головы, 4 руки. Услышав предупреждение монарха расщепления души, сердце Хань Ли дрогнуло, и он спросил: «Кажется, ты лично встречался с высшими демонами. Я думал, ты никогда не входил в долину падения демонов». Монарх расщепления души несколько раз фыркнул и раздраженно сказал: «Что? Значит, ты меня раньше не слушал. Несколько моих хороших друзей входили в долину. Хотя все они обладали исключительными способностями, только один из них смог сбежать живым, несмотря на то, что они объединили силы. Несомненно, это показывает силу высшим демонов». Хань Ли улыбнулся и собирался задать ему еще один вопрос, как вдруг услышал леденящий душу рев из шара черной ци. После этого из шара вырвался ураган, обнажив маркиза Наньлуна. Когда предок Линху и женщина в белом увидели это, они изменились в лицах, и кровь застыла у них в жилах. «Это человек!» В шоке крикнули они, увидев появление двухголового маркиза Наньлуна. Одна его голова была спереди на шее, а другая, поменьше, сзади. У обеих была злобная внешность. На его плечах было 4 дьявольские руки, такие длинные, что свисали с плеч до колен. Голова впереди была покрыта пурпурной чешуей, а на лбу выступал белый рог длиной в несколько дюймов. Однако нос, глаза и другие черты лица были прежними. Голова меньшего размера, на его спине была полностью похожа на голову демонического призрака. Хотя эта голова также была рогатой и чешуйчатой, ее вид внушал больший страх. Внезапно она раскрыла пасть, выпустив черно-красный язык, длиной в фут, напоминающий змеиный. Но более всего пугали ее глаза, которые выглядели как узкие, светившиеся серебряным светом щели. Всякий раз, когда его глаза двигались, это вызывало нечеловеческое чувство беспокойства.
Не только его голова, но и остальная часть его тела была также плотно покрыта фиолетовыми чешуйками. На кончиках пальцев его рук торчали длинные, похожие на кости, ногти. Внезапно они засверкали серебряным светом и стали выглядеть невероятно острыми. Хотя предок Линху и женщина в белом увидели это, их сердца задрожали от ужаса. Учитывая их богатый опыт культиватора зарождающейся души, они не позволили себе поддаться страху. Вместо этого, увидев, что высший демон не двигался с места, они оба приказали своим сокровищам атаковать. Радужный луч вспыхнул и окутал собой высшего демона. Предок Линху воспользовался этой возможностью и приказал своему огромному белому кольцу накрыть его. Когда высший демон увидел это, выражение его передней головы оставалось неизменным, словно она была мертвой, но на лице задней головы появилась усмешка. Огромное кольцо вспыхнуло и упало прямо на голову высшего демона. В следующее мгновение руки демона вспыхнули фиолетовым светом и освободились от радужного света, крепко схватив огромное кольцо, прежде чем оно успело поймать его, не давая ему продвинуться ни на дюйм. Предок Линху был шокирован и поспешно сделал жест заклинания. Кольцо сверкнуло белым светом и попыталось вырваться, но 4 руки держали его так крепко, будто они были сделаны из металла. Задняя голова высшего демона ухмыльнулась и открыла пасть, выплюнув шар угольно-черной жидкости на огромное кольцо. Как только эта жидкость коснулась кольца, оно внезапно вскрикнуло, и его духовный свет рассеялся, заменившись черным демоническим светом. «Моё инфузинское кольцо!» Тревожно крикнул предок Линху. В тот момент, когда кольцо потеряло свой свет, он почувствовал, что его ментальная связь с сокровищем разорвалась, а цвет его лица побледнел. У высшего демона был способ захватить и уничтожить древние сокровища. В этот момент 3 руки высшего демона ослабили хватку на кольце, а оставшейся рукой он стал вращать его, создавая бесчисленные остаточные изображения при его вращении. Голова поменьше с довольным выражением на лице заговорила, используя переднюю голову: «Неплохо, неплохо. Я волновался о том, что у меня нет никаких сокровищ под рукой. Это пока подойдет». В то же время его 2 другие руки пронеслись мимо его тела и вытащили пару черных флагов. Он также выплюнул маленький черный меч, который затем завис в воздухе. Его 4-я рука просто сжала кулак. Хех. Хотя у меня есть несколько сокровищ дьявольских культиваторов, но сейчас они не подойдут, высший демон зловеще улыбнулся. Из-за того, что Хань Ли отвлекся на установку формации меча, золотая молния и огненный шар замедлились и отстали. Золотые прожорливые жуки по пятам преследовали высшего демона, но после того, как его трансформация закончилась, они со страхом прекратили преследование и начали двигаться по спирали. Хань Ли был шокирован этим. Он первый раз почувствовал своей ментальной связью страх его золотых прожорливых жуков. Эта трансформация в двухголового, 4-рукого демона напомнила Хань Ли изображение на священной первородной плите, а также трехглавого, 6-рукого демона на столе для подношений мастера Цань Куна. Хань Ли не понимал, как эти вещи были связаны между собой. Флаги в руках высшего демона представляли собой флаги управления ветром, которые принадлежали Лувиину. Маленький меч Хань Ли тоже узнал, он был одним из сокровищ, найденных в останках древнего культиватора. Он действительно сумел их починить и использовать. Однако сейчас не было времени думать об этом. Ему нужно было спровоцировать высшего демона и втянуть его в формацию золотых мечей. Подумав об этом, он приказал своим жукам, питону из дьявольской божественной молнии и фиолетовому огненному шару ускориться. Обе головы одновременно засмеялись при виде этого, а шея высшего демона вдруг деформировалась и изменила положение голов. Голова поменьше вытянула свой черно-красный, извивающийся язык. Высший демон спокойно смотрел на атаки Хань Ли и совершенно не собирался уклоняться. Он взмахнул руками и поднял 3 своих сокровища в воздух. В этот момент маленький меч, флаги заклинаний и кольцо ярко засияли черным светом. Битва между высшим демоном и Хань Ли снова началась. Но внезапно вдалеке послышался мощный рев, в котором была такая ярость и злость, что даже предок Линху и женщина в белом задрожали. Хань Ли был шокирован, когда услышал этот рев, как и высший демон тоже. Затем демон убрал все свои сокровища и мгновенно улетел вдаль в виде полоски черного света, издав ответный рев, сотрясший небеса. Он летел в том направлении, откуда доносился рев. В своем изумлении Хань Ли немного поколебался, а затем приказал жукам, золотой молнии и пурпурному пламени прекратить атаку. Затем он взглянул на высшего демона вдалеке со странным выражением на лице. Если он правильно помнил, то этот рев с удивительной волной ци незадолго до этого возник в направлении места, отмеченного на карте долины падения демонов. Неужели там произошло нечто грандиозное? Высший демон быстро умчался туда, издав рев в ответ. Неужели там появился еще один высший демон,
Пока эти мысли мелькали в голове Ханьли, он оставался на месте с задумчивым выражением на лице. Предок Линху и женщина в белом с огромным облегчением увидели, что высший демон улетел, и немного расслабились. С тех пор, как женщина в белом увидела, что ее статическое световое зеркало было больше не способно сдерживать трансформированного высшего демона, ее сердце наполнил страх. Хотя предок Линху чувствовал некоторое сожаление по поводу потери своего магического сокровища, он был рад, что смог выжить. Если бы не своевременное появление Ханьли, ему и великой старейшине секты маскирующейся луны пришел бы конец. Изначально они вошли в долину вместе с их хорошим другом, но одержимый маркиз Наньлун вытащил его зарождающуюся душу и сожрал ее. Теперь, когда высший демон улетел отсюда, предок Линху и женщина в белом переглянулись между собой и решили приблизиться к Ханьли. Поскольку он только что продемонстрировал такие великолепные способности, что лишили их дара речи, они сочли неуместным уходить, не поговорив с ним. Предок Линху поприветствовал его и с уважением сказал: «Господин даосист Хань, я должен поблагодарить тебя за наше спасение». Затем он повернулся к марионеточным тиграм и высшему дьявольскому трупу, который изучал ледяную ауру, и вздохнул от зависти. Ханьли был так молод, но ему удалось приобрести так много сокровищ и способностей. Его будущий путь культивации невозможно было представить. Его прежнее соглашение с Ханьли об оказании помощи долине Желтого Клена было еще в силе. Если он примет меры, долина Желтого Клена будет защищена от бедствий в течение следующей 1000 лет. Старшая боевая сестра Наньгун Ван заставила себя улыбнуться, несмотря на их предыдущую ссору, и сказала: «Большое спасибо за доброту господина даосиста». В отличие от ее выражения на лице, тон был безразличным. Став свидетельницей нынешних способностей Ханьли, она полностью отбросила мысли о мести. Махнув рукой, Ханьли вернул золотую молнию и другие предметы в свое тело, а затем спокойно сказал: «Я спас ваши жизни не по доброте душевной, я всего лишь защищался. Теперь что вы планируете делать? Хотите посмотреть, что там?» Предок Линху тут же покачал головой и сказал: «Господин Хань, должно быть, шутит. Этот демон настолько грозный, что только культиватор на поздней стадии зарождающейся души сможет сражаться с ним. Мы не собираемся искать неприятностей, преследуя его». Женщина в белом покачала головой в знак согласия, но ничего не сказала. «Вот. Хотя мне любопытно, мне слишком опасно идти одному. Тогда давайте расстаемся здесь». Ханьли почувствовал некоторое разочарование. Если бы эти два культиватора зарождающейся души согласились сопровождать его, он действительно бы пошел выяснить, что происходит. Тем не менее, он не был достаточно любопытен, чтобы рисковать своей жизнью в одиночку. С этой мыслью Ханьли повернулся и взглянул в направлении воя, и через некоторое время выражение его лица внезапно стало мрачным. Когда предок Линху увидел это, он тревожно спросил: «Что-то случилось?»